Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! No Putin, no war! No Putin, no war! No Putin, no war! No Putin, no war! Save Ukraine! Save Ukraine! Save Ukraine! Save Ukraine! А, вот сюда. Виталий из Ирмайна. Army of peasant crooks. He was a source of great frustration in Putin's blackest books. So they charged him, imprisoned him, and poisoned him for sure. But now that brave man is no more. But I am Alexei Navalny, and you are Alexei Navalny. Stand on the doorstep of tyranny, demanding the right to be free. I am Alexei Navalny, and you are Alexei Navalny. Stand on the doorstep of tyranny, demanding the right to be free. A man of politics and of the law, Alexei was incised by the corruption that he saw. A Russia of the future was a vision that he seen, and for that he was showered in green. But I am Alexei Navalny, and you are Alexei Navalny. Stand on the doorstep of tyranny, demanding the right to be free. And I am Alexei Navalny, and you are Alexei Navalny. We stand on the doorstep of tyranny, demanding the right to be free. We stand on the doorstep of tyranny, demanding the right to be free. On human rights he was recognized. Sakharov Prize in 21 and many more besides. But they poisoned him in Novichok. To the Gulag he was sent, but not in vain where he last days spent. Yes, I am Alexei Navalny, and you are Alexei Navalny. We stand on the doorstep of tyranny, demanding the right to be free. Yes, we are Alexei Navalny, and you are Alexei Navalny. We stand on the doorstep of tyranny, demanding the right to be free. Мы все Алексей Навальный. Россия — это Навальный. Мы вместе шагаем к Кремлевской стене, собрать свободу себе. Мы вместе шагаем к Кремлевской стене, собрать свободу себе. Разрушим все мы тирана-дворцы, вернем Россию свою. Разрушим любые тирана-дворцы, вернем Россию свою. Привет, это Навальный, мой все Алексей Навальный. Народы России из клетки царей в свободе, как птицы взлетят. Народы России из клетки царей в свободе, России взлетят. Держите Польши Кремлевской стены, на нашей дороге вперед. Польши Кремлевской стены, на нашей дороге вперед. Не будет поганой кровавой стены на нашем счастливом пути. Your name is Alexei Navalny. Like Minsk was always Navalny. Like Baghdad, like Pyongyang, like you Jerusalem. Baghdad and Pyongyang, Jerusalem, together for freedom with him. Спасибо. Убили, он стал бессмертным. Также и мы должны делать все, что противно путинскому режиму. Нас хотят разобщить и вернуть в уныние. Мы должны объединяться и продолжать сопротивление. Писать письма политзекам, помогать правозащитным организациям и свободным журналистам. Они хотят, чтобы мы замолчали. Мы должны... Наша страна, не периодически она гордится
И все страны бывшего Советского Союза гордятся одной из многочисленных побед – это победа в Великой Отечественной войне, что, собственно, нас, бывшие страны Советского Союза, объединяет, и, так скажем, мы сплотились этой кровавой жертвой. И 2 года назад в точности сценарий повторился, только да наоборот. Мой на тот момент президент повторил вероломную, так скажем, тактику того человека, против которого мы все вместе стояли. И самое интересное, когда ты пытаешься объяснить это людям, которые вокруг тебя, я, как правило, общался с людьми старше меня намного, и они все поддерживали это. И ты понимаешь, что ты приводишь им доводы, как это можно против... Я прошу прощения, может быть, кому-то сейчас покажется. Я считал всегда братским народом Украину, и сейчас считаю. И после начавшегося я, когда произношу один народ, братский народ, ну, я как-то чувствую, возможно, что будут возражения, и я понимаю, откуда они будут. И, соответственно, когда ты приводишь доводы о том, что наш президент, мой на тот момент, я сейчас уже не считаю его своим президентом, применил тактику человека, диктатора, тирана против своих же братьев, и при этом прикрывается тем, что он против нацистов, националистов. Я, как здравомыслящий человек, который всегда старался разложить по полочкам какие-то действия, я вставал в ступор. И я видел во многих, в моем поколении, многие, почти все, я даже не помню того, кто мог как-то подтвердить и согласиться с теми действиями, потому что все понимали, но никто не мог этого сказать. Сейчас я нахожусь здесь, я могу это сказать, что я против войны, я за поддержку Украины, я против того, чтобы украинцы убивали русских, русские убивали украинцев, но я также понимаю, что украинцы защищают свою землю. И, к сожалению, я верю и надеюсь, что они защитят, и им хватит силы, духа. Я просто хочу сказать, что я всегда читала всякие истории, сказки, и ситуация в России и Украине сейчас очень напоминает то, что я люблю читать. И всегда, даже если главный герой умирает, всегда найдется кто-то, кто продолжит его дело, победит тиранов и плохих ребят. Я просто хочу сказать, чтобы никто из русских и украинцев не сдавался, и мы сможем это сделать, победить Путина вместе. Не сдавайтесь! Не сдаемся! Не сдаемся! Не сдаемся! Не сдаемся! Не сдаемся! Я еще хотела добавить, мы когда ехали сюда, и меня спросила, почему Навального уже больше нет, что мы можем еще сделать, мы в Америке. И я сказала, что многие наши друзья в России не могут сейчас выйти, они боятся, их сразу арестуют, и мы сейчас скажем за них. Пусть люди, пусть весь мир видит, что когда за нами не стоят ОМОНовцы, не стоят росгвардейцы, мы можем сказать «стоп войне», мы против этого, мы против убийства, мы поддерживаем Украину. Мы все вместе, и мы говорим за тех, кого сейчас нет права голоса. Понятно, что дальше наступил шок, меня трясло, я листал новостей, позвонил жене и так далее. Я много раз был в Украине, был в Киеве, у меня много друзей в Украине, я очень люблю эту страну и люблю Киев, и Житомир, Львов, Одессу, многие другие города. И то, что устроил Путин, ужасно. И я думаю, что точно так же дополнительным шоком 9 дней назад было для нас убийство Алексея Навального, потому что, наверное, он был для нас некой надеждой того, что есть человек, который когда-нибудь может все исправить.
Да ладно, пусть они... Путин cocksuckers! Путин cocksuckers! Путин cocksuckers! Путин Путин cocksuckers! Путин cocksuckers! Putins cocksuckers! Putin cocksuckers! Look at him! Suck Putin's cock! Look at him! Look at them! Those Putin cocksuckers! Come on here! Putin cocksuckers! Come on here! Come on here! Putin хуйло! 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 You are Putin's cocksuckers! Cocksuckers! Suck Putin's cock! На самом деле мы знаем, что одна из сил Алексея Навального была в том, что он давал нам веру, что есть добро и зло, и что добро победит. Я думаю, что провокаторы или кто-то могут делать что угодно, но все равно добро победит. Все равно история будет на стороне добра. К сожалению, будут жертвы, к сожалению, мы не знаем, сколько еще продлится, но давайте мы никто не будем сдаваться, и мы все будем продолжать дело Алексея, мы будем все помогать Украине и помогать России сохраниться. Супер! Russia is not Putin! Freedom for Russia! Peace for Ukraine! 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 Меня зовут Оля, я из Волгодонска, это Ростовская область. У меня 50% родственников на Украине, 50% в России. К сожалению, эта война ужасная, кровопролитная, разделила страну напополам. Те, кто против, те, кто за. Мой муж вообще перестал с родителями разговаривать из-за этого. Это все ужасно. Но приходит этому всему конец. Всегда ужасу приходит конец, как сказала девочка перед этим. После смерти героя приходит другой герой. Я думаю, в России придет герой, за которым все пойдут и закончат этот кошмар уже скоро. И я думаю, это все должно вот-вот остановиться. No Putin, no war! 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 Мне слов не хватает пробрать. Стоп, война. Путин хуйло. Да все это уже знают. Только царь уже 24 года на троне. Мне очень тяжело говорить, потому что я никогда не планировала уезжать из России. Я всю жизнь думала, что я живу в прекрасной, богатой стране. Я рисовала контурные карты, где были природные залежи, где нам показывали, смотрите, мы богатая, мы огромная, мы самодостаточная страна. Но сейчас я вижу, как моя страна катится в бездну, и это очень тяжело быть здесь, наблюдая тем, как все это происходит. Эта война, она отключает семьи не только физически, но и морально, что еще более больно. И мне некоторые говорят, что ты тут, живя в Америке, что-то делаешь, что ты выступаешь, а мне, знаете, кажется, что не стыдно делать мало, стыдно делать ничего. И поэтому мы здесь. Не стыдно делать мало,
стыдно делать ничего. Всем привет. Меня зовут Я вообще стою с флагом Украины, но я прожила всю жизнь в Казахстане. Да, у меня в паспорте написано русское. Некую идентичность с русским населением, с русской культурой. На самом деле это коснулось не только россиян, это коснулось многих русскоязычных, которые живут в Беларуси, в Украине, в Казахстане, во многих других странах. Я хочу, чтобы вы, россияне, не стыдитесь своей страны, не стыдитесь своей культуры, не стыдитесь своего языка. Сохраните силу и веру в то, что вы не одни, с вами многие страны, и многие нас поддерживают. Stop Putin, no war! Stop Putin, no war! Stop Putin, no war! В этой войне буряты выставлены как боевые буряты Путина. Мы здесь, чтобы сказать, что это так. На самом деле мы против войны. Многие буряты против войны, против режима, против Путина. Многие наши друзья уехали, как только началась война из России. Оставив тоже все, что у нас было. Бизнес, все, что родители, пришлось оставить их. В смысле, большие молодцы, что здесь, что собираетесь. Хочу вас тоже сюда приходим. Конечно, про Алексея Навального хочется сказать, что была надежда, была, я не знаю, как это выразить. В общем, мы против войны, против Путина. Бурятия против Путина! 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 Я хотел задать один вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто относит себя не к национальности русский, кто относит себя к другой национальности. Есть здесь такие? Поднимите, пожалуйста, руки. Спасибо. Я хочу сказать спасибо огромное всем белорусам, украинцам, бурятам, абсолютно всем людям других национальностей, которые пришли сюда сегодня. Мы очень часто зациклены на своей русскости, на том, что мы типа чем-то главнее, хотя мы все одинаковые люди. И, на мой взгляд, надо подчеркивать, что, к сожалению, эта война, и не только эта война, Путин делает ужасы для огромного количества национальностей, которые и входят в Россию, и не входят в Россию. К огромному сожалению, Путин делает ужасы как России, русскоязычным людям во всех странах. Делает ужасы для Украины, делает ужасы для Белоруссии. К огромному сожалению, Беларусь не стал, но только Путин. Так как Украина, к сожалению, очень много людей погибает на этой войне только из-за этого ужасного старого деда, который до сих пор хочет держаться этой власти и править вечно до своей смерти. Поэтому какой вывод? Вывод простой. Давайте, пожалуйста, каждый из нас, каждый, кто здесь, что-то немножко делать для того, чтобы Путина как можно быстрее не стало. Я не имею в виду физически, хотя это тоже можно, но как минимум, чтобы он больше не был президентом. Каждый из нас может писать что-то в своих социальных сетях, рассказывать что-то своим друзьям, родственникам и близким, которые остались в наших странах, а также делать какие-то донаты замечательным компаниям, организациям благотворительным, которые остались в России, Украине и других странах и продолжают бороться за свободу наших стран. Всем спасибо. Stop war, save Ukraine! Stop war, save Ukraine! Stop war, save Ukraine! Stop
Путин пришел к власти, когда мне было 18, нет, 16, сейчас мне 38, даже нет, 14 мне было, да, 14, я уже забыл. В общем, я был еще очень маленький, и тогда в политике совсем не разбирался, ничего не понимал. Вот. Ну, в общем-то, его ты не выбирал. Его я не выбирал, но первые столкновения с ним происходили у нас в 2007 или 2008 году, когда я уже учился в институте, и когда у нас в Владивостоке проходили протесты по поводу введения таможенных пошлин, народ просто вышел гулять, и поступил приказ, вязать людей. Наша местная полиция сказала, нет, мы их не будем трогать, и в тот день прилетел ОМОН, группа СОБ, по-моему, СОБР из Москвы, чтобы вязать наших людей. И вот, в принципе, с тех пор я понял, что с нашей страной что-то не так. И, собственно, каждый год, скажем так, я... На самом деле я такой достаточно трусливый человек в плане того, что в России я не ходил на митинги. Единственный митинг, на который я сходил, на нем меня арестовали. Вот такой я счастливый. Да, это было немножко секрет, но тем не менее... Если так везет, может, в лотерее попробовать? Да, наверное, стоит. То есть, и, ну, я писал в ВК, много писал, жена за мной удаляла потом, я писал, жена удаляла. Вот. Так все происходило. До тех самых пор, пока день рождения Алексея Навального я не вышел поздравить его днем рождения на площадь своего города. Жил я тогда в Подмосковье, в Щелково. Вот. И, собственно, так все и случилось. Завертелось, закрутилось. Я сидел день. Было, по-моему, 4 судебных заседания. Полное судилище, то есть нарушение всего, чего можно. Там кошмар просто один происходило, и после этого я понял, что, ну, мне здесь делать больше нечего, я не могу. Я не могу просто постоянно сидеть и молчать, вот, и я просто боюсь за своих детей, что меня прям, ну, вот возьмут и закроют, да, то есть, как бы, я не могу и сказать, и молчать не могу. Не могу сидеть и молчать, и не могу постоянно сидеть. Да, и не могу постоянно сидеть, все верно. И поэтому я решил покинуть свою любимую страну, я оставил все, я оставил бизнес, который у меня был, оставил квартиру, дачу, все просто оставил, ничего не продал и просто с пустыми карманами уехал. Вот так вот, такая история. Вот, а по поводу Украины, на самом деле это большая трагедия для меня лично, потому что у меня сестра родная живет на Украине, в Украине, простите. И сейчас вот мой племянник лежит после ранения, он воюет за свою страну, он воюет за Украину. И когда вот эти все события начали разворачиваться 24 февраля 2022, первое дело, что я позвонил, это я позвонил сестре, потому что они жили в Кривом Роге. Это, то есть, как бы, ну, в тот момент это было прям недалеко. Вот. И это был кошмар. Это был кошмар, и если бы, наверное, жена моя не удалила все мои посты, меня бы посадили еще в 22-м. Так что спасибо жене? Спасибо жене, да. Все, спасибо большое вам. Да, слишком много было. Ну хотя тогда мы... Очень много. Ну, и когда мы Ще не вмерла України і слава, і воля, ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу
і покажем, що ми браття козацького роду. Спасибо. Спасибо. Давай еще. Так, ну смогу. Червона. Давай. Ну не обязательно можешь под микрофон. Микрофон надо? Как ходить? Да, еще одну запись. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Виступають наші добровольці у кривавий танк, визволять і братів українців з московських кайдан. А ми тіє москальські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Давай. Виступають наші добровольці у кривавий танк, визволяти братів українців з московських кайдан. А ми тіє москальські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Ей, у полі ярою пшенички золотистий ланг, розпочали стрільці українські з москалями танк. А ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо, а ми тую ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Ей, ей, повиє унісенький вітер широких степів, той прославить по всій Україні сичових стрільців. А ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо, а ми тую стрілецьку славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Дякую.